Что ж, мое главное несогласие с вами касательно темы трансгендеров. Мгм. Я слышал, как в прошлом вы сказали, что ваши главные мысли о трансгендерах в том, что принятие их обществом не обязательно поможет решить их проблемы. Это правильная формулировка сказанного вами? Нет, не думаю, что правильная. Имею в виду, что каждого должны ценить с определенным уровнем достоинства. Я сказал, что не думаю, что проблема трансгендеров связана с общественным неприятием. Хорошо, я с этим не согласен. Скорее, даже эмпирические доказательства говорят не совсем о таком. Я видел опыты UCLA, показывающие другие результаты. Но понимаю, если мы не сойдемся на эмпирических доказательствах, то сейчас ничего не добьемся. Если предположить, что это поможет больше принять их в общество, то вы бы сменили свою позицию? Что ж, позиция по трансгендеризму, которую я хочу объяснить, чтобы иметь возможность сказать, что я бы изменил, а что нет. Что я бы не менял, так это идею, что вы можете принуждать людей называть вас так, как вы хотите. Это анафема свободному обществу. Также я не изменю мнение по идее, что мы не должны внушать детям вопиющую биологическую ложь, что не существует мужчин и женщин. Считаю, что детям важно знать, что есть мужчины и есть женщины, и это реальные категории, и что мужчина не может стать женщиной, а женщина мужчиной. Считаю, эта штука запутывает детей. Детей легко запутать, направить не на ту дорожку. Так что думаю, это не поменяется. Я также говорил в диалоге с людьми, как Блэр Уайт, женщиной-трансгендером, то есть мужчиной, верящим, что он женщина. Я сказал Блэр, что если бы мы были в ресторане, например, и собирались поужинать вместе, то я бы не стал специально называть Блэр «он», если говорить о местоимениях. Но в то же время, по той же причине, когда многие мои близкие делают вещи, с которыми я не согласен, я не считаю нужным конфликтовать из-за этого при каждой встрече. Но это отличается от того, о чем говорят защитники прав движения трансгендеризма. Они говорят о том, что общество должно внушать всем, что установки биологии ложные, что мы должны воспринимать как невежество, если вы обращаетесь к людям по их настоящим биологическим местоимениям, что это форма невежества и оскорбления, а это нонсенс. Просто вам это не нравится? Мне тоже многое не нравится, и это не значит, что я невежественен. Вот моя точка зрения. И опять же считаю, что вы должны относиться к людям максимально вежливо. И моя позиция, как публичной персоны, я часто говорю о проблемах общего типа. Не один на один с кем-то за обедом. Это уже немного другая вещь. Моему ребенку 4,5 года, она подходит ко мне и говорит: «Пап, я нарисовала картину, считаешь, она хорошая?» И ответ будет «да». Я люблю свою дочь. Конечно же, рисунок отличный. А если я арт-критик, это изменит мое восприятие хорошего или искусства? Нет. Если бы я был арт-критиком из New York Times и смотрел на картину дочери, то сказал бы, что это обыкновенная мазня. Понимаете? Но моя публичная позиция, как арт-критика из New York Times, обсуждающего общественные проблемы и вопросы, я не считаю, что другие люди обязаны защищать ваши обидчивые установки. Прибавлю, что если из-за симпатии им хочется это делать, то ничего плохого в таком нет. Если хотите в личном общении, то пускай. Но учить детей, как нам это сейчас преподносят, учить их, что они должны, обязаны использовать предпочитаемые местоимения, что мужчина может стать женщиной или наоборот, что полов не существует, как недавно сказали в New York Times, это глупо, антинаучно и бесполезно. Хорошо, спасибо.